снова по всему городу можно услышать работу генераторов. Не только люди в Одессе утепляются, посмотрите на животных. Им, наверное, скорее всего, не очень нравится, что их дали такие комбинезоны. Ну что поделать? Хозяйка хочет, чтобы им было тепло. Привет из Одессы. Я уже по сравнению с прошлым видео утеплилась, потому что вчера я очень сильно замерзла. Сегодня я исправила все ошибки, уже одела теплую шапку, теплую куртку, и так уже нормально можно себя чувствовать, когда в Одессе похолодало. Зашла на рынок, показать вам, какие сейчас цены на овощи, на фрукты, на цитрусовые, потому что многие люди уехали из Одессы, из Украины, им интересно, что сейчас почем дома. Плюс жителям других стран тоже интересно, какие сейчас цены в Украине и как живут люди. Конечно, сейчас такая тенденция, что цены растут. Вот помидоры есть разные, по 120 гривен, и по 50 гривен зеленые, и по 40 гривен красные. Черри сейчас 200 гривен, огурцы 140 гривен, есть и по 200 гривен, кабачки по 140 гривен. Не всех людей это останавливает, есть нужно, покупать продукты нужно, потому что поэтому все делают покупки и ходят по рынку с достаточно большими сумками. Капуста в этом году тоже бьет рекорды по 50 гривен за килограмм. Одесские рынки всегда славились изобилием, здесь большое количество продуктов, и у нас просто невероятно красивые витрины у продавцов. Иногда ходишь по рынку и просто хочется снимать даже визуально картинку, а не только какие сейчас цены на рынке. Картошка по 40 гривен. В этом году картошка тоже достаточно дорого стоит. Лук по 45 гривен. Морковь. Все это подорожало, понятное дело. И людям как-то нужно к этому приспосабливаться. В этом году цены на яблоки тоже выросли. Яблоки по 50 гривен за килограмм, от 35 до 50 гривен за килограмм, но в основном эта цена 40-50. Если вам интересен курс доллара, то сейчас можете считать, как $1 это 42 гривны. Так будет удобно. Еще один продукт, который в этом году существенно подорожал, это мандарины. Мандарины сейчас 100 гривен, а меньше я даже, по-моему, еще и не видела. Возможно, где-то есть, но в основном вот цена 100-120 гривен за килограмм мандаринчиков. Раньше это было гораздо дешевле, в этом году все подорожало. Мандарины? 120. Сладкие? 120. Сладкие? Очень вкусные. Тонкая кожа, открывается легко. Можете попробовать, она есть открытая. Хурма тоже в этом году по 120, 140 и выше гривен. По 100 есть хурма. Здесь, кстати, видно. Гранаты по 150 гривен за килограмм. Ну, в среднем вот сейчас такие цены в Одессе на, можно сказать, экзотику. Сплю я сегодня утром, и снится мне, что я на каких-то островах, какое-то извержение вулкана, землетрясение, что-то происходит. Открываю глаза и понимаю, что это сон, и что я дома в своей постели, и понимаю, что это не просто так был какой-то шум, уж слишком он был реалистичный, и понимаю, что это был взрыв в городе. Быстро с просонка открываю телеграм-каналы, открываю уведомления, что происходит. И да, в городе воздушная тревога, и в городе прозвучал взрыв. Как потом оказалось, он был в области, но по ощущениям такое чувство, что он был где-то рядом, и многие жители города его слышали. Тревога у нас сегодня началась еще с 5 утра.
Потом у нас на город были ракеты. Сразу же практически отключился свет. Как выяснилось, тревоги были по всей территории Украины, ракеты летели по всей территории Украины, и более чем 1,5 миллиона человек сегодня остались без электроэнергии. А это значит, что в нашей стране, на территории нашей страны на нашу страну был снова осуществлен большой массированный ракетный удар. Вот так вот. И сейчас, слава богу, в большинстве районов города включился свет. Уже нету такого тотального блэкаута, как было раньше. Ходит электротранспорт. В принципе, вода у всех, отопление есть, но снова были введены экстренные отключения света, а потом их отменили, и теперь мы просто живем по старым графикам. Хотя в других регионах Украины, в других городах Украины обстановка гораздо сложнее. Вот так вот сегодня у нас, у всех украинцев весело началось утро. Только показывала, как город готовится к Новому году, готовится к Рождеству. Все начинают все украшать, чтобы хоть как-то поддерживать людей, поддерживать такое предпраздничное настроение. Но все равно вот эта вот реальность каждый день нам напоминает, что мы живем в военное время и что никому нельзя расслабляться. Я вот сейчас начала снимать видео, и просто не слышно было сигнала воздушной тревоги, но он был. И сразу, когда ты стоишь на улице, понимаешь, что нужно куда-то заходить. И тоже спасибо, было открыто учреждение, я туда зашла. И пришлось там побыть минут 15, потому что на улице оставаться не очень приятно. И в результате обстрела сегодня в области повреждено 18 домов жилых, пострадали снова автомобили, и самое страшное, что пострадало 3 человека, и из них 16-летний подросток. Вот так вот мы и живем. Хоть и всем сейчас сложно, все равно в городе жизнь продолжается. Все спешат по своим делам, закупают продукты, потихоньку готовятся к Новому году. Потому что сидеть, унывать, депрессовать. Люди вынуждены приспосабливаться ко всему и просто верить в лучшее. В Одессе сегодня теплее, чем вчера, потому что вчера была такая сырость, и выходишь на улицу, у тебя сразу замерзали руки, лицо, невозможно было разговаривать. Сегодня уже как-то температура получше. Даже сейчас посмотрю, сколько сейчас градусов написано на градусниках. В Одессе сейчас 5 градусов тепла, и даже по ощущениям пишут, что чувствуется как плюс 6. Поэтому, я же говорю, сегодня явно теплее, чем вчера. Хочу идти по улице снимать видео, но невозможно даже с микрофоном разговаривать, потому что везде работают генераторы. Да. В Одессе сегодня просто кипит жизнь. Я не знаю, это из-за того, что скоро праздники и все постепенно готовятся, или просто перед выходными все делают покупки. Очень большое количество людей ходит по улицам. Все куда-то спешат. Домой, наверное, никто не спешит, потому что нету света, поэтому пока нету света, все решают свои дела. Вот так вот. Почему-то у многих зрителей сложилось впечатление, что в Одессе сейчас мало людей. Но нет, на самом деле в Одессе много людей. По утрам пробки, по вечерам пробки. Возможно, в начале войны большинство одесситов выехали, то сейчас тенденция к тому, что на лето многие вернулись. Есть сейчас люди, которые уезжают, но их достаточно мало. Я просто иду и не могу снимать видео, потому что, обычно, когда отключают свет, действительно везде работают генераторы, но сегодня в том районе, куда я приехала, на той улице, просто возле каждого магазина, возле каждой аптеки, возле каждого дома работает генератор, и просто вот прошлась по всей улице минут 15-20, и уже разболелась голова от этого шума, от этого гула. Ужасно, конечно. А еще умудряются люди вот в кафе сидеть сейчас на улицах, пить кофе, и прямо возле этих генераторов. Это, наверное, просто невозможно. Или уже просто некоторые люди перестали обращать на это внимание.
Террасы летние уже позакрывали. Уже никто не рискует сидеть на холоде. Все хотят греться. Смотрите, еще остались листики красивые, но уже совсем скоро будут деревья лысыми, и в городе будет серо и совсем депрессивно. Смотрите, как красиво в одном вазоне соединили разноцветные цветы, оно сразу по-другому смотрится. Очень прикольно, нравятся такие идеи. Разбавили желтый цвет розовым. Я хочу всех поблагодарить за хорошие, добрые комментарии поддержки, которые вы для нас, не жалея своего времени, оставляете, пишете. Нам очень и очень приятно. Это очень ценно. И хочу каждому пожелать, несмотря на суровую реальность, которая сейчас и в нашей стране, и во всем мире, находите в себе уже немного предпраздничного настроения, потому что без этого никуда. Нужно как-то продолжать жить, и каждому из нас нужны положительные эмоции. До встречи в следующем видео. Берегите себя и своих близких. А мы будем надеяться, что сегодняшняя ночь в Украине и в нашем любимом городе будет тихой, спокойной, и все у всех будет хорошо. Пока-пока.